Всем привет, друзья! На связи Смарт. Итак, сегодня 18 сентября 2023 года. Сегодня мы покажем вам кадры города Харькова, а также поговорим о новостях, которые произошли за последнее время. В ближайшие дни погода в Харькове будет без осадков, и днем будет тепло по-летнему. Хоть лето уже позади и уже сентябрь, но все-таки хочется немножечко тепла. Перед тем, как продолжить, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что остаетесь на нашем канале, за то, что смотрите сюжеты о Северной Салтовке. Мы просим вас поддержать эти сюжеты репостами в соцсетях, ведь этим мы сможем помочь людям. Чем больше людей знает о проблеме, тем быстрее решится эта беда, ведь огласка всегда идет на пользу. Подписывайтесь на наш канал. Впереди будет еще очень много интересных сюжетов о Северной Салтовке и не только. Ну а сейчас мне хотелось бы поговорить о последних новостях, о том, что произошло в Харькове за последнее время. В последнее время в городе было неспокойно. Гремели взрывы. В Харькове в ночь на 17 сентября прогремело 4 взрыва. Первый за мгновение до объявления воздушной тревоги. А еще в субботу около 11 часов дня россияне нанесли по Харькову около 5 ударов крылатыми ракетами комплекса «Искандер-К». Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Ранения получили 6 гражданских мужчин, они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Вообще, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купенского и Изюмского районов области. В результате обстрела села Петропавловка Купенского района получил ранение гражданский мужчина 23 лет. Ну а теперь о позитивных новостях. Отопительный сезон в Харькове начнется вовремя, об этом заявил наш мэр. Сейчас отопительная система в Харькове готова к сезону на 86%. Это стандартный показатель для такого периода времени. И продолжая тему отопительного сезона, хотелось бы отметить, что Основянский филиал харьковских тепловых сетей завершает летнюю ремонтную кампанию, и это рассказали в горсовете. Как сообщили на предприятии, продолжается последняя укладка магистральной сети в переулке Лопатинском. По словам начальника Основянского филиала Владислава Тимофеева, главным признаком летней ремонтной кампании стал именно капитальный ремонт внутридомовых систем, что очень важно для старых многоэтажек в центре города. Всего в районе заменили системы подачи тепла и горячего водоснабжения в домах по 33 адресам. В одном из них, на улице Георгия Тарасенко, по обращению жителей за сутки восстановили систему подъездного отопления и заменили теплообменное оборудование в подвале дома. Филиал подготовил к отопительному сезону все 411 домов. Также был капитально отремонтирован центральный тепловой пункт, обслуживающий 35 жилых домов, 2 школы и 2 детских садика. Но, к сожалению, садики и школы не работают. Постепенно в Харьков возвращается жизнь, появляется работа, открывается бизнес, есть вакансии с заработной платой до 19 тысяч гривен. Но, несмотря на то, что в Харькове бесплатный проезд, цены на продукты все еще достаточно высокие. Выручает то, что овощи подешевели в цене из-за летнего периода времени, ну а цена на мясо остается еще достаточно высокой. Ну а вакансий с хорошей оплатой труда не так уж и много. И по моему мнению, людям все еще достаточно тяжело. А также около 200 предприятий Харьковской области переехали в безопасные регионы. Как известно, в области в результате российской агрессии был поврежден 81 объект промышленности, и приблизительно 200 предприятий Харьковской области воспользовались правительственной программой перемещения бизнеса. 60% из них возобновили работу по новой локации. К сожалению, это не очень хорошо, так как многие люди потеряли работу в Харькове и в Харьковской области. Ну а теперь давайте поговорим о Харькове, о кадрах, которые видите перед собой. Постепенно жизнь в Харькове приходит в норму.
Кафе и рестораны открываются. На улицах города можно заметить большое количество людей. Это означает, что многие люди уже вернулись домой. Единственное, что не красит Харьков, это Северная Салтовка, ведь люди все еще живут в своих разрушенных домах. В город вернулись пробки на дорогах. Большое количество машин можно увидеть на дорогах города Харькова, и вместе с этим в городе происходит достаточно большое количество ДТП, как с пострадавшими, так и нет. В целом ситуация в городе стабильна. Наш незламный Харьков, несмотря на войну, продолжает жить. Люди возвращаются домой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, те, кто еще не вернулись в Харьков, собираетесь ли вы возвращаться в ближайшее время? Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Друзья, ну а на этом у меня все. Ставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на наш канал. Впереди у нас будет еще очень много интересных видео и сюжетов. Всем спасибо, всем пока, увидимся в следующих видео.